Не все, что красиво выглядит, стоит покупать. Такой мишка вообще просто. Заветный звук. Ура! А вот и наша еда. То, что выглядит как тесто, на самом деле не совсем тесто. Это фудкорт здорового человека. Доброе утро, всем привет. И сегодня мы снова завтракаем. Сегодня мы исследуем гастрономическое пространство, которое называется Балаган. Гастрономическое пространство Балаган расположено в здании бывшего рынка, который построен в стиле сталинского неоклассицизма в 1953-1955 годах. А в дореволюционном Петербурге это был склад декораций Балагана. Собственно, здесь был цирк, который раньше назывался Балаган. И здесь постарались сохранить историю этого места и много отсылок к цирковой тематике. Так, нам порекомендовали взять вот это вот мини-мен с святой зеленью. Это какая-то интерпретация шакшуки. А еще здесь вот такая вот интересная штука есть. Dutch Baby. А это омлетная масса с тестом, и сверху они выкладывают начинки. Я это обязательно решила попробовать, потому что такого я нигде не видела. Решила взять с окороком и яйцом. Хотя, конечно, здесь очень интересны эти маффины. Они выглядят симпатично. Я думаю, что такое можно попробовать и в других местах. Ну и, конечно, здесь потрясающе выглядят тарты. Если я не наемся, я обязательно возьму себе кусочек тортика. Ну вот минус, здесь нет кофе, то есть здесь только чаи, причем в большом количестве. Но также плюс того, что это находится в таком заведении, где можно кофе взять совершенно в любом углу. Пошли кофе искать в другом месте. Так, у ребят напротив и чуть-чуть подальше мы взяли американо. И здесь просто потрясающая витрина с десертами. И мы по традиции пробуем классический круассан. Выглядит многообещающе. Вот тут такие мини-тортики еще есть. Здесь тоже есть завтраки, но они открылись позже, чем мы пришли, поэтому мы уже здесь даже не рассматривали. В основном заведения здесь открываются с 12, но если вы хотите завтракать, здесь с 7:55 открывается Зарина на самом верхнем этаже, но с 10 открывается еще несколько заведений, в том числе вот Бао Моти, сейчас покажу вам. Вот, если бы мы чуть-чуть подождали, я бы, наверное, даже заказала вот что-нибудь из этого, потому что это тоже очень необычно. Но я думаю, что мы сюда еще придем и успеем попробовать. Здесь будет такой завтрак в восточном стиле. Так, круассан пошел. Круассанчик обещает быть вкусным. Он как бы такой, как булочка. Он сверху не хрустит, а внутри не масляный. Обычный. Не все, что красиво выглядит, стоит покупать. Босс такой на троне вгрызается в булочку. Стульчик барный, а на улице стол обычный. Юсик кормит всех сегодня. Пищалки пока что не срабатывают. Ну где же наша еда? Почему же ничего не пищит? Я заказала матча вот в заведении, где все про матчу. Здесь вот все пирожные с матчей, какие-то тортики, булочки. И матча очень приличная. Причем 360 миллилитров. Это маленький объем, а большой аж пол-литра. Заветный звук. Ура! А вот и наша еда. Dutch Baby, да. Мини-мен рекомендуем, есть ложка, будет удобнее. И изначально перемешать, чтобы желток был вместе с... Ага, класс, спасибо. Приятно. Слышали. Там брынза, да, должна быть? Это прикольно очень. И желточек можно перемешать. Так, я отрезала свое блюдо. Там вот как бы снизу как будто, тесто, как пирог. Потом яйцо, а потом начинка. То, что выглядит как тесто, на самом деле не совсем тесто. Это такое яичное тесто. Это что-то среднее между тестом и омлетом. Очень
интересное сочетание. В общем, вот это блюдо для тех, кто хочет попробовать какую-нибудь новую для себя шакшуку. Она менее пряная, менее острая, но очень много помидоров, очень много перца, брынза, какие-то травки. И очень классно, что оба желточка жидкие, мы такое любим. Это блюдо тоже интересное, но менее насыщенное по вкусу. Обратите внимание на размер порций. Вот я съела половину, даже половину еще не съела, но уже объелась. Я тоже. И здесь тоже такое вот приличное корыто. Да. Так, наглядная демонстрация. Вон там есть желточек и вот какой-то соус. Не знаю, то ли бешамель, то ли что. Вкус здесь не какой-то яркий, то есть нет каких-то сочетаний, которые вы никогда не пробовали. Просто сбалансированно, сытно и много. Так как этот фудкорт на месте бывшего дореволюционного балагана, это, я так понимаю, такое цирковое пространство развлечений, вот здесь вот увековечили это вот такими интересными статуями. Вот колесо обозрения даже тут стилизовали. А это, конечно же, советское прошлое, во времена, когда здесь был рынок с 50-х годов. Здесь вот постарались сохранить кое-какие элементы. Здесь 3 этажа гастрономических удовольствий. На первом этаже, кстати, dog-friendly. На втором этаже существует картинная галерея современного искусства, и там более тусовочное пространство, большая барная стойка. А на третьем этаже более семейный, так скажем, этаж. Такие столики с официантами, то есть такой вот ресторанной раздачей. Сейчас я вам все покажу. Что прям шикарный блок. Так, а туалет ты запомнил где? Нет, вон. Вот, видишь, впереди. Вот мы сейчас на 3-м этаже, и здесь вот эти кабинки от бывшего колеса обозрения тоже так перекликаются с историей этого места. Такой мишка вообще просто. На 3-м этаже в туалете есть комната матери ребенка, даже вот со стульчиком для кормления, вот с таким пеленальничком. Ну, мы уже, конечно, для такого подросли. Даже вот есть вот такие вот сменные пеленки. Правда, не хватило, нету приступочки для мытья рук. А вход сюда по звоночку. Мы позвонили и нам открыли. Вот очень многие заказывают здесь завтраки, и они здесь действительно выглядят очень классно. Это Made by Огниво. Есть на Ваське такой замечательный заведение. Вот Заря. Есть bubble tea, всякие сладости химические. Но, кстати, они еще не открылись. Надежда. Многого знать не дано. И даже если ничто не держит, прошу, останься со мной. Надежда, надежда. Здесь есть русская еда, борщи, пельмени, блины с икрой, окрошка, жигулевское пиво. А здесь очень много деталей, которые нас отсылают к прошлому. Вот, например, на самом деле вот это вот граффити с такой отсылкой к Советскому Союзу. Вот я уж молчу про эту матрешку. Или, например, вот эта перегородка в стиле советских заборов уличных. Помните, такие были? Они до сих пор везде есть. Так, Евусик освоила кабинку. Вот это вот панорамная такая крыша, если можно так сказать, открытая. Тоже, скорее всего, со сталинских времен. Такую здесь привносит
урбанистическую нотку этому пространству. Кстати, поговаривают, что здесь один из самых вкусных пловов в городе. Когда-нибудь мы придем его попробовать. Вообще, это мне очень напоминает фудкорт здорового человека, потому что когда я бываю во всяких вот этих вот фудкортах в галерее, еще где-то, мне хочется сразу сбежать. Тот же Василий Островский рынок, потому что там просто вот не социофобов типа меня, толпы народу, все время играет громкая музыка. Здесь, конечно, еще утро и очень просторно, но пишут, что и в разное время, и в часы пик здесь тоже достаточно просторно, то ли потому что это Петроградка, то ли не знаю почему, но, в общем, для меня это большой плюс. Ты здесь действительно отдыхаешь, а не напрягаешься просто от шума, от количества людей. А вот троллейбус открыли, и можно туда зайти, и там даже можно посидеть. Между прочим, троллейбус компании «Шкода». Да, здесь тоже можно размещаться. Вы помните? Вы помните это? Во, готово. Получилось? Да. А дорога серою лентою вьется, залито дождем смотровое стекло. Пусть твой грузовик через бурю пробьется. Я хочу, шофер, чтоб тебе повезло. Слушайте на всех музыкальных площадках страны. Маша Кудрявцева. Вот. Смотрите, вот тут все по поводу стоимости проезда и провоза багажа. Вроде как такие троллейбусы ездили в Ялте, но на самом деле и в моем детстве такие ездили, в моем городе. Так что ничего необычного. В том же здании по соседству с Балаганом есть такой супермаркет с фермерскими продуктами. Здесь очень классные фермерские продукты. Конечно, здесь наценка 100%. Вот я очень полюбила Межозерку. Если вы хотите попробовать настоящее молоко, как из детства, обратите внимание на жирность, вот такое оно и должно быть, то попробуйте. Я заказываю у них на сайте прямо с доставкой на дом. А вообще, мне кажется, что все, кто покупает молочные продукты только в супермаркетах современных, уже, наверное, забыли, какими должны быть настоящие молочные продукты. Вы видели когда-нибудь такое масло авокадо прям в таком брикете? Что вы знаете о дорогих стейках? Стейк рибай. И в центральной зоне написано, что это химчистка. Зацените. Ну да, и правда химчистка. Нам очень понравилось. Мы не сняли, во что нам это обошлось. За еду мы заплатили 1000 рублей ровно. Матча стоила 320, американо стоило 150 рублей. И круассан под 200. Единственное, что мы отсюда не очень рекомендуем, это круассан. Ну так, круассан и круассан. Все остальное просто супер. И мы еще сюда обязательно вернемся, чтобы попробовать все остальное. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Подписывайтесь, пожалуйста, на телеграм-канал. Там я совмещаю видео со своих 2 каналов, со второго своего канала про Петербург и с этого едального канала. И плюс там еще много всякого лайв-контента. Давайте там будем дружить, везде дружить, слушайте мою музыку. И, кстати, приходите, кто москвичи или кто будет в Москве 15 октября на мой сольный концерт в клубе Пушкарев. Ссылочки на билеты я оставлю в описании. Не так часто я играю концерты, прямо скажем, всего лишь там несколько раз в год, поэтому пользуйтесь моментом. Кто спрашивал: Маша, ну где же тебя можно послушать вживую? Вот как раз 15 октября, в самой середине осени, встречаемся в Москве. И до встречи в новых видео. Пока-пока!